Каждый день мы пользуемся вещами, даже не задумываясь, как они создаются. Шины на наших машинах, стекло в окнах, зубная паста, еда. За всем этим стоят невероятные производственные процессы, которые больше похожи на магию. Огненные реки раскаленного металла, машины, плетущие канаты, лазеры, вырезающие микросхемы. Все это выглядит настолько завораживающе, что невозможно оторваться. Готов увидеть самые безумные и зрелищные производства, которые ты запомнишь навсегда? Гигантские печи, ревущие как драконы, извергают потоки жидкого металла, температура которого превышает 2000 градусов по Фаренгейту. Огненные реки растекаются по каналам, а рабочие, словно современные алхимики, направляют этот пылающий поток в огромные формы. Самый зрелищный момент, когда из печи выходит лавина расплавленного железа, напоминающая настоящий вулкан. Искры разлетаются во все стороны, создавая гипнотическое зрелище. Специальные машины безостановочно перемещают тонны металла, превращая хаос огня в идеальные стальные заготовки. Представь, как из тончайших струй расплавленного песка рождается прозрачный материал, который мы используем каждый день. Производство стекла — это магия, застывшая в движении. Ленты жидкого стекла тянутся по конвейеру, словно раскаленная карамель, а затем застывают в идеально ровные панели без единого пузырька. Особенное удовольствие — наблюдать за выдуванием стеклянных изделий, когда мастера формируют бокалы и вазы из раскаленного вещества. Струи газа придают им нужную форму, а внезапное охлаждение делает стекло твердым, но хрупким. Как создают шины для автомобилей? Самая впечатляющая часть процесса — формовка протектора. Огромные штампы с силой в десятки тонн вдавливаются в горячую резину, оставляя на ней характерные узоры. Затем начинается вулканизация. Шины нагревают до температуры около 400 градусов по Фаренгейту, чтобы резина стала прочной и эластичной. Камеры с раскаленным воздухом пропекают каждую шину, словно в гигантской печи. Конвейеры перевозят тысячи изделий в час, превращая огромные куски сырой резины в совершенные шедевры инженерии. Когда ты берешь в руки аэрозольный баллончик, ты вряд ли задумываешься, насколько зрелищным был процесс его создания. На производственной линии металлические цилиндры пролетают по конвейеру со скоростью молнии, пока мощные прессы не штампуют их в знакомую форму. Затем происходит самое интересное — наполненные газом баллончики проходят через огненные тесты. Их нагревают, проверяя на прочность, а затем покрывают специальной краской, которая наносится с миллиметровой точностью. Последний этап — наклейка этикеток и упаковка, после чего миллионы баллончиков отправляются в магазины. Производство гигантских пружин — это настоящее искусство работы с металлом. Огромные стальные прутья разогреваются до красного цвета, а затем наматываются на специальные валы, формируя спирали невероятных размеров. Машины сгибают металл, словно это мягкая проволока, а затем начинается процесс закалки. Пружины охлаждаются в масле или воде, становясь невероятно прочными. Самый завораживающий момент — испытания, когда пружины сжимаются с огромной силой, но затем мгновенно возвращаются в исходную форму. Как моют огромные тоннели и небоскребы? Ответ — с помощью мощных промышленных машин, которые выглядят словно фантастические роботы. Огромные вращающиеся щетки с легкостью очищают стены тоннелей, сметая грязь и сажу, накопившуюся за годы. Специальные дроны и роботизированные платформы поливают фасады небоскребов мощными струями воды, стирая пыль, словно невидимой рукой. Особенно впечатляюще это выглядит ночью, когда в свете фар тоннельных машин сверкают чистые стены, а вода разлетается в разные стороны, создавая эффект тумана. Промышленные 3D-принтеры уже научились печатать целые здания, детали автомобилей и даже реактивные двигатели. Гигантские манипуляторы медленно наносят слой за слоем жидкий металл или пластик, создавая сложнейшие формы, которые было бы невозможно изготовить традиционными методами. Особенно завораживающе выглядит процесс печати металлических деталей. Лазеры нагревают порошок, превращая его в цельную структуру. В результате на наших глазах из пустоты рождаются сложнейшие механизмы, полностью готовые к работе. Как можно за секунды разбить тысячи яиц, не оставив ни единого кусочка скорлупы? На фабриках установлены специальные аппараты, которые одним движением вскрывают яйца, отделяя белок от желтка с точностью в доли миллиметра. Огромные резервуары наполняются жидким яйцом, готовым для использования в кулинарной промышленности. Особенно удивляет то, как скорлупа мгновенно удаляется. Специальные вакуумные механизмы буквально высасывают ее, оставляя идеально чистый продукт. Производство леденцов — это целый спектакль. Расплавленный сахар медленно выливается на столы и превращается в густую, тягучую массу, которая переливается всеми цветами радуги. Затем огромные машины раскатывают ее в длинные жгуты, которые режутся на идеально ровные кусочки. Самый захватывающий момент — финальная формовка, когда конфеты сжимаются в знакомые формы. Огромные линии выпускают тысячи леденцов в час, а разноцветные узоры внутри каждой конфеты складываются с хирургической точностью. Производство лаваша — это завораживающее зрелище, особенно когда горячие лепешки буквально парят в воздухе. На фабриках теста тонко
раскатывается огромными валами, а затем отправляется на быстрые конвейеры, где оно проходит через огненные печи. Лаваш раздувается, превращаясь в золотистый пузырь, а затем мгновенно оседает, приобретая знакомую форму. Особенное удовольствие наблюдать, как конвейеры складывают готовые лепешки с ювелирной точностью, словно карточный фокусник. Линии по производству лапши быстрого приготовления — это настоящее чудо инженерии. Тонкие полоски теста растягиваются и режутся со скоростью молнии, а затем мгновенно обжариваются в кипящем масле. За считанные секунды они становятся воздушными и хрустящими. Конвейеры разделяют порции на идеальные квадраты, а затем упаковывают их в привычные пластиковые контейнеры. Самая впечатляющая часть — добавление специй. Машины рассыпают порошок и сушеные овощи с миллиметровой точностью, создавая вкус, который знают миллионы людей. Ты когда-нибудь задумывался, как в тюбике зубной пасты создаются идеальные цветные полоски? Производственные линии наполняют упаковки несколькими видами пасты одновременно, создавая узнаваемый узор. Густая масса выдавливается через специальные насадки, а затем с высокой скоростью герметично запаивается в металлические тюбики. Особое удовольствие — наблюдать, как машины с бешеной скоростью тестируют упаковку, нажимая на нее, чтобы убедиться, что ни одна капля не вытечет. Производство арахисовой пасты — это процесс, который выглядит как создание жидкого золота. Сотни фунтов орехов обжариваются в гигантских барабанах, пока не становятся идеально хрустящими. Затем они отправляются в мощные жернова, которые перемалывают их в густую гладкую массу. Самый впечатляющий момент — моментальная упаковка. Паста буквально льется в банки, словно карамель, а потом мгновенно закрывается крышками. Машины, плетущие сверхпрочные канаты, работают как гигантские пауки. Огромные катушки с волокнами разматываются и начинают сплетаться в идеально ровные нити. Сложные механизмы натягивают и закручивают канаты с невероятной силой, создавая тросы, способные выдерживать сотни тонн нагрузки. Самый зрелищный момент — финальные испытания, когда канаты подвергаются колоссальному натяжению, чтобы убедиться, что они не порвутся. Ты когда-нибудь замечал, как яблоки в магазине выглядят так, будто их только что отполировали? Это заслуга специальной обработки воском. Фрукты отправляются на конвейер, где мощные щетки чистят их от загрязнений, а затем на поверхность наносится тонкий слой натурального воска. Это не только придает яблокам глянцевый блеск, но и защищает их от высыхания. Самая завораживающая часть — финальная полировка. Яблоки мчатся по конвейеру, вращаясь под щетками, пока их кожура не становится идеально гладкой. Процесс обработки моркови — это настоящее зрелище, в котором сочетаются скорость и точность. Огромные потоки моркови загружаются в специальные машины, где их моментально очищают от кожуры с помощью мощных водяных струй и вращающихся щеток. Затем лазеры сканируют каждый корнеплод, мгновенно отбраковывая те, что не соответствуют стандарту. Самый интересный этап — нарезка. Морковь с бешеной скоростью разлетается на идеально ровные кусочки, готовые для упаковки. Ты когда-нибудь задумывался, как создаются идеальные орнаменты на коврах? Современные фабрики используют гигантские машины, которые буквально рисуют узоры нитями. Тысячи игл работают синхронно, мгновенно вплетая сложные узоры в ткань. Самая гипнотическая часть — момент, когда огромные рулоны с узорчатыми коврами разворачиваются и проходят через автоматическую систему нарезки, превращаясь в аккуратные ковровые покрытия. Автоматизированная роспись посуды — это настоящее искусство, но выполненное с точностью машины. Роботизированные руки двигаются с ювелирной точностью, распыляя краску и нанося сложные узоры на тарелки и чашки. Один из самых удивительных моментов — работа с позолотой. Тончайшие слои металлического покрытия мгновенно прилипают к керамике, превращая обычную посуду в произведение искусства. Перед тем, как автомобиль получает свой финальный цвет, его кузов проходит через процесс травления в кислоте. Гигантские механизированные манипуляторы погружают металлические корпуса в огромные резервуары с химическими составами, которые удаляют любые загрязнения и подготавливают поверхность к покраске. Это выглядит так, будто машины исчезают в густом тумане, а затем появляются снова идеально чистыми и готовыми к нанесению защитного покрытия. Как из обычных гранул пластика создаются емкости самой разной формы. На производственных линиях это выглядит как магия. Мелкие пластиковые шарики нагреваются и превращаются в густую массу, которая затем раздувается мощным воздухом внутри металлических форм. В считанные секунды из ничего появляется бутылка или контейнер, а роботизированные руки мгновенно срезают лишний пластик, придавая изделию идеальную форму. Самый впечатляющий момент, когда сотни таких емкостей одновременно отправляются по конвейеру, превращаясь в знакомые упаковки. Как нежное мясо краба оказывается в консервных банках. Впечатляющий процесс начинается с автоматизированной чистки. Огромные машины извлекают мясо из панцирей с хирургической точностью, отделяя каждую волокнистую часть. Затем крабовое мясо мгновенно взвешивается и фасуется в банки, где его консервируют в насыщенном бульоне. Один из самых удивительных моментов. Финальный контроль качества, когда банки проходят рентген-сканирование, чтобы убедиться, что в них не осталось ни одного кусочка панциря.
Производство микросхем – один из самых сложных процессов в мире и в то же время один из самых завораживающих. В стерильных лабораториях под мощными микроскопами из чистого кремния выращиваются кристаллы, которые затем разрезаются на ультратонкие пластины. На них наносится мельчайший слой золота и других металлов, превращая их в основу для процессоров и памяти. Самый впечатляющий этап — фотолитография, когда лазеры буквально вырезают на поверхности чипов микроскопические схемы, видимые только под мощным увеличением. Как делают бронированные стекла, способные выдержать выстрел из огнестрельного оружия. Впечатляющий процесс начинается с многослойного склеивания. Тонкие листы стекла чередуются с прозрачными полимерными пленками, создавая эффект амортизации. Затем готовые панели отправляются в специальные печи, где их нагревают до нескольких сотен градусов и мгновенно охлаждают. Самая завораживающая часть — финальные тесты, когда по стеклу стреляют из винтовки или бьют по нему тяжелым молотом, но оно остается целым. ЧПУ-станки с числовым программным управлением ЧПУ способны вырезать из металла или дерева невероятно сложные детали с точностью до тысячных долей дюйма. Огромные лезвия и сверла вращаются с бешеной скоростью, превращая кусок материала в произведение инженерного искусства. Особенно завораживает процесс пятиосевой обработки, когда фреза движется сразу в нескольких плоскостях, создавая сложные формы, которые невозможно сделать вручную. Лазерные технологии уже давно проникли в сферу производства, но один из самых захватывающих процессов — лазерная резка металла. Представьте себе мощный луч, способный с хирургической точностью прорезать толстые стальные листы, создавая сложнейшие детали для автомобилей, самолетов и даже космических аппаратов. Луч света движется с молниеносной скоростью, а металл буквально испаряется, оставляя за собой идеально ровные края. Особенно завораживает момент, когда лазер прорезает интрикет узоры в тонких листах металла. Кажется, будто невидимая рука рисует на нем шедевры. Деревянное кружево производства фанеры и древесных панелей — это не просто распиловка и склеивание. Это настоящее искусство трансформации дерева. Гигантские станки с бритвенной точностью срезают тончайшие слои древесины, превращая их в гибкие ленты, похожие на свернутые в рулон обои. Затем эти ленты пропитываются специальными смолами, прессуются под невероятным давлением и высокой температурой, превращаясь в сверхпрочные панели. Самая захватывающая часть — лазерная гравировка, когда машины выжигают сложные узоры на поверхности, превращая обычные деревянные листы в дизайнерские элементы интерьера. Как создаются огромные грузовые автомобили, поезда и корабли. На заводах, где сборка тяжелой техники превращается в грандиозное шоу. Огромные краны поднимают многотонные детали, перемещая их с ювелирной точностью. Роботизированные сварочные аппараты воссоединяют гигантские куски металла, искры летят во все стороны, создавая эффект фейерверка. Особенно зрелищно выглядит финальная сборка, когда огромные машины впервые оживают. Их двигатели ревут, а механизмы начинают двигаться, словно пробуждающиеся исполины. Как работают невидимые силы, которые удерживают магнитные поезда в воздухе? Производство магнитных рельсов — это одно из самых захватывающих инженерных чудес. Огромные магнитные пластины выкладываются с невероятной точностью, а затем подвергаются специальной обработке, которая усиливает их свойства. В результате поезда, словно парящие над землей, скользят по этим рельсам без малейшего трения. Самый завораживающий момент испытания, когда состав разгоняется до невероятных скоростей, оставаясь при этом абсолютно бесшумным. Как рождаются современные музыкальные инструменты? Производство роялей и скрипок — это комбинация высоких технологий и ручного мастерства. Древесина для инструментов выдерживается годами, прежде чем попасть на фабрику. Затем роботы с миллиметровой точностью вырезают заготовки, которые превращаются в корпуса. Но самое удивительное — настройка. Мастера вручную подгоняют каждую деталь, чтобы звук был совершенным. Особенно впечатляет тестирование роялей, когда десятки инструментов звучат одновременно, создавая эффект живого оркестра. На элитных гольф-полях трава всегда выглядит идеально ровной, и в этом заслуга специальных машин, которые буквально расчесывают ее. Эти устройства состригают каждый стебель до точной высоты, а затем проводят по поверхности гребенками, создавая идеальный узор. Самый завораживающий момент, когда сразу несколько таких машин движутся в шахматном порядке, оставляя после себя ровные полосы, словно гигантские кисти художника. Мы побывали на фабриках будущего, где роботы рисуют на посуде, машины формируют идеальные сырники, а 3D-принтеры печатают целые здания. Эти технологии не просто упрощают производство, они превращают его в настоящее шоу. И кто знает, какие еще удивительные процессы нас ждут в будущем. Напиши, какой процесс впечатлил тебя больше всего.